Этот опенинг теперь супер классный, но почему уши в говне? Насрали. В свободной стране живем. Реакция ЧСВши, так что я скажу. Live reaction, поехали. Привет, дневник, привет, YouTube. Rimane solo il risultato che voi sarete distrutti. У Дио просто была такая же поза, помню. Дио прям точь-в-точь вроде бы вот так же делал, со спины. Помните? Когда это... Типа, блин, прикольно. Не, на самом деле здорово так. Учитывая то, что Харуна Шиабана это сын Дио Бурандо. Круто. Этот опенинг теперь супер классный, но надо было сделать его третьим опенингом, а не второй версион 3. Да, типа альфа-бета-гамма версии. Надо было сделать как нормальные люди. Надо было сделать три опенинга. Для первый опенинг, второй, и этот был бы третий, просто третий, и он был бы шикарен сам по себе. Но так как это вариация, ну, не знаю, ты уже как-то не так круто. Но теперь он просто раскрывается хорошо вместе с музыкой, этой хоровой частью, которая в конце есть. Со всем вот этим теперь это выглядит здорово. Это правда круто. Ну, просто, как можно не полюбить эту часть? Посмотрите, вот просто, когда он стрелу берет, ты такой понимаешь, да, это так, как должен был выглядеть этот опенинг изначально. Классно же, вот прям супер. Супер спойлер не был? Да нет же, я говорю, что Урагири но Реквием, вот это вот, оно же появилось в середине сезона, да? Всю эту тему с Реквиемом можно было просто на треть разделить сериал, и в середине просто, не знаю, побольше деталей к второстепенным злодеям, к Ризотто Неро, я не знаю, почему бы и нет. Как там файтинг? Сначала был Fighting Gold, а потом резко Урагири Мононо Реквием. Ну, а где вот между ними какое-то связующее звено, где у нас Fighting Gold, да, в бой золотой закончилось предательским Реквиемом. Ну, что не хватает, ну, чувствуется оборванность. И это я так считаю. Возможно, я просто не прав, как всегда. Я же никогда не прав. Этот опенинг здоровский. Все еще хуже, чем Соночино Киаку, но он здоровский.
Союзя. А я могу сказать, у меня есть ответ, почему последние серии такие филлерными. Потому что последние главы манги были супер филлерные. Араки такой сидит и думает: надо как-то это все связать в логичную историю. Типа... Надо как-то... Это самое... Надо что-то придумать. Вот Little Mage писал, типа, Rolling Stone нужно было вставить в начале. Ты вообще представляешь, что как бы это выглядело? Это выглядело... Rolling Stone нужно было вставить в середину, когда Бруно в первый раз умер, и его воскресил Джорно. И это выглядело бы логично. А вначале это, типа, нам показывают банду Бучелати, и потом внезапно прилетает Коичи, и ты такой: что? Вы должны понимать, как работает мангака. Он такой вначале: ну пусть Коичи там с Джорно, а может быть Джотаро потом прилетит, а потом такой: нахер, Коичи, лети обратно в Японию. Вот Бучелати. И так вся манга. И вся манга вот так вот. Я бы вообще Rolling Stone не включал. Это отличная история, на самом деле, красивая, но Араки сам виноват в этом. Он сам намудрил с повествованием, и даже никакая режиссура не спасет от этого. Араки есть Араки. Все равно его история хороша. Все равно мы любим истории Араки. Вот, правильно, Данил 2Л пишет, типа, что Бета Араки сказал ему: чего-то не хватает. И он такой: ну, захерачил Rolling Stone. Вот все. Значит, надо было в самом начале заспойлерить. Если бы в самом начале показали эту арку, типа, что, якобы Бруно умрет, он бы умер, а потом якобы не умер, у всех бы начали задаваться вопросы. Все бы начали такие: так Бруно умер или не умер? И вообще, что это такое? А по итогу это кажется, как Бруно... Вот его дьявола убивает, а потом в следующей главе Джорно приходит, и почему-то он возвращает его душу в тело, буквально так вот. Бруно, и в рот ему запихивает обратно. Это выглядело странно. Ты считаешь, это лучше, да? Что вот в одной главе Бруно умирает, а в другой главе Джорно подходит к телу, и за его спиной душа Бруно, и он ее так: иди сюда, обратно, в лес, и запихивает ее обратно. Вон, Святослав Крисмас правильно пишет: сделай как в Наруто. В каком Наруто? Не, сделай как в Драгонболе. В смысле? Ну, хочу как в Драгонболе. Давай, рисуй Араки. Rimane solo il risultato che voi sarete distrutti. Просто трахал в жопу каждого, кто обожает эти SFX-версии. Я, их ненавижу. Ну нахер эти SFX опенинги делать? Ну вы говна поели, ну боже что мой. Я ненавижу SFX эти шаги Дью. Да нахер они нужны. Ну, песня достаточно красивая, чтобы
не иметь никаких звуков в принципе. В этом и суть там. Там суть в том, что музыка приглушается и начинается, блин, акапелла. Эта акапелла настолько красивая, что не нуждается в SFX-ах. Ну как же это бесит? Я прям не могу, я пытаюсь, я просто вот еду куда-нибудь, допустим, в самолете лечу, или еду на электричке. Я просто вот в голове хочу послушать, допустим, Chase, или, ну там, Great Days, или Соночино Киаку. Я пробиваю, и первая версия не попадается, это обоссанный SFX. Я такой думаю, ну зачем? Зачем? Вот нужно было портить этим SFX акапеллу плюс хоровое пение на фоне. Я думаю, нет. Это очень красивое пение, это очень красивая акапелла. Будто в уши срут, точно. Плюсую. Почему уши в говне? Насрали. В свободной стране живем.